Здравствуйте! Это реальные новости на канале «Страна для жизни». Здесь мы каждый будний день рассказываем и показываем то, что так усердно пытаются прятать ведущие Госпропаганд ТВ. Без долгих вступлений к новостям. Лукашенко назначил нового руководителя госканала СТВ. Им стал Кирилл Казаков, который до этого работал замгендиректора СТВ. Если вы не знаете, что за канал такой СТВ, то, во-первых, слава богу, потому что иногда кажется, что где-то примерно на 8-9 круге ада одна из пыток – это смотреть тайные пружины политики с озаренком. А во-вторых, мы рады, потому что вы, наши зрители, бережете свое ментальное здоровье, и это хорошо. На этом назначение и переназначение не закончились. Главой комитета госконтроля стал барабанная дробь Василий Герасимов, до этого исполняющий обязанности председателя комитета госконтроля. Госсекретарем Совбеза стал Александр Вольфович, до этого начальник Генштаба. Гендиректором Гродно-Азота стал Игорь Ляшенко, в прошлом вице-премьер. Губернатором Бреста стал Юрий Шулейко, в прошлом помощник Лукашенко по Гомельской области. Ну а впрочем, ничего удивительного, дорогие зрители. Волшебник Уз, как по велению волшебной палочки или дубинки, как угодно, когда ему становится скучно, неудобно или страшно, пересаживает людей с одного на другое место, надеясь, что на этом новом месте назначенцы будут более эффективными кивалами. Ну или это некий ритуал, который позволяет его усейшеству держать свое нестабильное психическое здоровье в тонусе. Держаться изо всех сил приходится не только самоназначенцу, но и тем, кто усердно кормил этот кровавый режим. Приближенный к Лукашенко бизнесмен Алексей Алексин переписал ключевые активы на сыновей. Изменились составы акционеров Энергоойла, тот самый, который открывает табакерки в Беларуси, и Белнефтегаза. Если до недавнего времени Энергоойлом владел Алексей Алексин и его жена Инна Алексина, то сейчас компания принадлежит супруге и детям предпринимателя. Доли распределены так: у Инны Алексиной 20%, у Виталия Алексина 40% и у Дмитрия 40% также. Аналогичная ситуация и с Белнефтегазом. Ранее 60% общества числились за Алексеем Алексиным. Оставшиеся 40% за Инной Алексиной. Теперь за женой только 20%, а за сыновьями по 40%. Таким образом, Алексей Алексин вышел из состава собственников указанных компаний. А вы удивлены? В декабре Алексей Алексин упоминался среди кандидатов на попадание в санкционный список Евросоюза за поддержку режима Лукашенко, но в самый последний момент его имя вычеркнули. Какая сторона это сделала, пока непонятно, но ясно одно: деньги могут решить многое. Но деньги имеют такое свойство интересное. Знаете, они заканчиваются, и чтобы постоянно не отваливать много денег, Алексин, судя по всему, решил порешать проблемы с санкциями именно таким образом, открещиваясь от своих бизнесов, которые вдоволь наполняли карманы режима. Также стало известно, что Алексин больше не является одним из собственников Синезис, он продал свою долю. Синезис же, напомню, оказалась в третьем пакете санкций Евросоюза. Созданная ею платформа видеонаблюдения Кипот, по мнению Брюсселя, позволяет силовикам вычислять протестующих в Беларуси. IT-компания отрицает все обвинения, а параллельно меняет название юрлиц, не попавших под санкции. У Секторгаза группы есть песня «Страх». Многим она известна по названию «Очко Жим-Жим». Вот у Синезис как раз-таки явно все там жим-жим. Федерация профсоюзов Беларуси «Читать», как провластная организация, куда сгоняет людей и заставляет любить власть и забивать на свои трудовые права, сообщила, что работники белорусских предприятий написали коллективное, открытое письмо в Международную организацию труда с возмущением по поводу санкций в отношении Беларуси. Вот выдержка из обращения. Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Призываем трудящихся других государств проявить солидарность и оказать влияние на правительство своих стран, которые, применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права. Ну что,
Ждем 3% подписантов под данным обращением, а я в свою очередь поспешу напомнить о том, что забастовка, которая отходит частенько на второй план, это по-прежнему одна из возможностей давления на режим. Все же помнят, как самопровозглашенный испуганно поехал на МЗКТ и убеждал рабочих в стабильности. Все же помнят то самое «уходи», которое так разозлило и обидело Лулу. Вспомнили? Так вот не забывайте. Добружская фабрика «Герой труда» еще не запущена, а уже убыточна. Помните бумажную фабрику в Добруше, которую Лукашенко вместе с друзьями из Китая пытался ремонтировать и модернизировать? Из Поднебесной на это выделили кредит на почти $300 миллионов и около 330 миллионов юаней. В результате запланированный срок запуска проекта был сорван более чем на 5 лет, а белорусская сторона понесла значительные финансовые потери. Теперь Добружская фабрика «Герой труда» с легкой синепальцей руки получила очередную порцию государственной поддержки. Согласно документу, предприятие не платит налоги в бюджет, предприятие не платит по кредитам, которые были выданы под гарантию государства. У застройщика арестована как минимум часть имущества, у предприятия нет оборота, поэтому Беларусьбанк выдаст кредит на $62 миллиона для пробного выпуска продукции на выплату зарплат. Предприятие не может заплатить долги за электроэнергию и газ. Спустя 9 лет с начала строительства убыточное предприятие толком и не работает. Если мы уже говорим о заводах, то телеграм-канал «Экономика» сообщил о том, что солигорские шахтеры получили самые низкие новогодние бонусы за 4 года. Чистая прибыль Беларусь-Калия в 2020 году обвалилась в 10 раз. А это еще одно вам напоминание о том, что мнимая стабильность с каждым днем шатается все хуже. Зарплаты становятся еще меньше, а страна такими темпами свалится в недры Тартара. И только нам, белорусам, решать, в какой Белоруссии жить и насколько ужасные последствия разгребать потом. Бывшего студента БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ Яна Солоновича внезапно выпустили на волю. Молодой человек отсидел на Окрестина 87 суток ареста из назначенных ему 114 и должен был освободиться лишь 23 февраля, но сделал это раньше. Почему, Яну не объяснили. Вчера стало известно, что парня отчислили с последнего курса БГУИР. Адвокат Яна рассказал, могут ли парня снова задержать и заставить досиживать оставшиеся сутки административного ареста. Оказывается, могут. Цитата. Срок исполнения по административному аресту 1 год, то есть если в течение года с момента вступления в силу судебного постановления человека не привлекали, не задержали и не отправили отбывать сутки, то по истечении этого срока его не заберут. Получается, Яну Солоновичу осталось ждать около 10 месяцев. В течение этого срока его могут забрать. Как показывает практика, это может делаться произвольно. Один раз на 3 суток, другой раз на 5 и так далее. Хоть раз в неделю забирать и отправлять на одни сутки. К сожалению, такая процедура не урегулирована в законе. Таким образом, Яна могут мучить на протяжении всего срока административного ареста, издеваться и садить за решетку, когда план нужно перевыполнить. Это грустно, но радостно то, что Ян все-таки дома. Появились жуткие подробности и фото настоящего лагеря для протестующих под Слуцком. Про этот лагерь нам уже рассказывал Юрий Косач, человек, который видел этот лагерь своими глазами. Интервью уже доступно на канале. Свидетель строительства лагеря также рассказал подробности и прислал фотографии. Радио Свобода. 10 августа было поручено подготовить в срочном порядке одну из территорий под организацию лагеря. Оборудовать лагерь было необходимо очень быстро. Снаряжение возили из других ЛТП исправительных колоний. Было поручено в течение суток разработать и изготовить вышки для охраны периметра лагеря. Со всей Беларуси были командированы сотрудники департамента исполнения наказаний с собаками. Территория готовилась к приему около 2000 человек, их начали привозить с 14 августа. В тот день приехало 2 колонны автозаков, многие из привезенных людей были избиты. 15 августа людей начали массово освобождать, и пришла команда срочно все демонтировать. И это в 2021 году, в 21 веке.
концлагерь. И вот сейчас я прошу Ябатик не кидаться фразочками о прошлом и о том, как мы победили фашизм. Ведь картинки того, что происходит сейчас, ненароком напоминают гетто, куда свозили евреев и издевались над ними. Суд Центрального района Минска 26 января приговорил 43-летнего Дмитрия Ушацкого к 2 годам домашней химии по статье 369 Уголовного кодекса за оскорбление в телеграм-чате пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в суде выступила как потерпевшая. Она рассказала, какие нравственные страдания ей причинило оскорбление в одном из чатов. Страдания, к слову, оценила в 5000 рублей. Сам комментарий в суде не озвучили, но известно, что он был в неприличной, грубой, нецензурной форме про должность и звезды. Ушацкого обвиняли в совершении преступления по статье 369 УК РБ, а его сообщения писали так: унижает честь и достоинство Чемодановой, причиняет ей моральное и нравственное страдание, подрывает ее авторитет и личное и профессиональное качество, а также авторитет органов внутренних дел в целом. Хотя там авторитетом, честно, и не пахло. В суде обвиняемый признал вину, полностью раскаялся и попросил прощения Ольги Чемодановой, сообщают волонтеры «Весны». Цели оскорбления Ольги Чемодановой у меня не было, так говорил Ушацкий. У меня были эмоции, не совсем адекватное состояние, так как Дмитрия покусали до этого пчелы. Я не хотел ее оскорбить и не думал, что она прочитает сообщение в этой группе. Когда писал комментарий, не предполагал, что официальное лицо МВД будет пользоваться такой группой. Я признаю свою вину в том, что разместил такой комментарий, что в нем содержались оскорбительные слова в адрес Чемодановой, что я сделал сообщение в публичной сети, к которой может иметь доступ любой пользователь Телеграма. Ушацкий объяснил, что оставил комментарий под фото, когда увидел комментарий Чемодановой по поводу задержания Тихановского, и этот комментарий у него вызвал недовольство и возмущение. Вот как это работает. Чиновники унижают, оскорбляют граждан, а любой симметричный ответ – это дело подсудное. Ну так и гореть им в аду. А вот интересно, это воспримут как угрозу? На сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте комментарии. Нам важно ваше мнение. Также сегодня на канале вышел второй выпуск «Пишем политическим заключенным». Там вместе с Анной Красулиной мы писали письмо Александру Кабанову. Подписывайтесь на наш канал, смотрите все наши выпуски. Мы будем вас очень ждать. До свидания.